Такс. Что-то подключились. Звук идет, все окей. Сейчас перепроверю. Угу. Так, ну что ж, поиграем сегодня за друида тогда. Сразу подключусь к поиску подземелий. Попробую, наверное, потанчить. Давайте, наверное, мертвые копии. Потому что квестов мне как раз... хотя... рановато, наверное. Надо поскорее взять квест последний. Точно. Я еще не сделал несколько квестов. Тут есть квестовая цепочка, это кастомный квест. Ну, я уже, наверное, неоднократно показывал на стримах. Он потом отведет меня тоже в мертвые копии. The Harvest Golem Mystery. Надо будет завалить босса гоблина. То есть я еще не дошел до нужной части. Там осталось, по-моему, пару квестов всего лишь. Вот взять инженерный набор вот здесь вот в Мунброке. Там в кузнице он. И потом в 2 пещерах тоже там припасы какие-то. Захватить, по-моему, все. И следующий уже квест будет как раз-таки. Понятно. Очередной клоун. Пришел. Разбойник орк. 3К хп. 3К, ну, наверное, 60 у него есть. Ну да ладно, я уже не пойду сюда своим паладином. Тем более я его респектнул снова. Так как здесь все-таки не сделали такой вот гигантский разброс в сумме. Если не ошибаюсь, самая максимальная сумма респека в оригинальной классике стоит 50 золотых монет, а вот здесь сделали только 5. И, соответственно, я каждый раз, когда мне удобно, просто меняю спек с прота на ред. Ну и даже на холли менял, когда там пару раз на БГ ходил. И вот, когда я отрубал, кстати, PvP режим свой, можно же один раз вармод выключить. У меня об этом даже есть специальный видосик. Как раз вот один из последних я там начал снимать. Новую рубрику, именно посвященную для сервера Turtle Wolf. Чисто такие самые подходящие мелкие, незначительные детали, которые могут упростить жизнь для новенького игрока. Ну, плюс всякие новые вещи, допустим, я не знаю, о которых игрок просто мог тупо не знать, которые ему помогут в прокачке. И вот один из видосов там как раз таки вот посвящает тому, что вот можно отключить вот вармод. Его можно отключить всего лишь один раз. И вот я там, когда отключал, я, к сожалению, это не запечатлел в самом видео. Я когда отключал PvP режим, на меня как раз напал один игрок, разбойник. И я был вот как раз вот в неподходящем спеке. Как раз вот был прот, full прот паладин. Правда, у меня там такой спек, он не был PvE совсем, чтобы танчить. А именно, чтобы просто вот фармить low-level данжи. То есть я не был, допустим, у меня не были прокачаны таланты, чтобы у меня был бы таунт. Вот в этом плане. Поэтому, по сути, он не был глубоко PvE, но и не совсем PvP. Потому что и стан тоже я, допустим, сокращение КД стана я тоже не прокачал. Блин, вот ненавижу, когда вот эта вот штука багается.
Так. И теперь мне надо... Так, сейчас пока я вспомню. Так. Вот, теперь, по-моему, пещера. Ведь так? Я что, не взял квест? Стартанули. Вот когда стартует этот квест на голема, нельзя взять следующий. Это все никак не могу договорить. То, о чем я тут вспоминал. Короче говоря, прот паладин оказался очень даже пригодным для PvP сражений. Особенно против разбойника. Просто потому, что ты включаешь свой, естественно, баф прот в спеке и Holy Shield. Заклинание, которое просто блокирует все атаки, а у разбойника это повышенная скорость из-за одноручных оружий, да. И получается, что я просто практически все блокировал, все его атаки поглощал, и за счет каждого блока от заклинания Holy Shield он получал ответку там 200 с чем-то урона. И я его в итоге там зарубил за несколько секунд. Так, давайте еще раз. Че спите? Подтверждайте роль, блин. Че не спят? Отлично, подтвердил. Вот, все, теперь мы ищем 2 ДПСа. Думаю, за это время мы как раз успеем, ну, точнее, я успею взять приквест. Точнее, сделать. Бред какой-то. Почему система решила пригласить хардкорного игрока? Так, где тут были ящики? По-моему, здесь. Вот. Так, один ящик есть. Что тут у нас? Ладно, возьмем, просто так продадим. Молочка чисто так, попить. Короче. По новой. Учитывая, что я беру роль танка, я быстро найду. Можем не спешить спокойно. Делать дальше квеста. Танка тем более быстренько найдут. Первый данжи вообще танчить легко. Тем более за ферал друида, мне кажется, его недооценивают, особенно в простых данжах. Ферал друида совсем недооценивают. Мне кажется, за него, не знаю, удобнее всех танчить и проще. Только да, вот впервые вижу такую вот странную штуку с ЛФТ-системой. Она, походу, багнута. Я не знаю, это, наверное, надо писать в тикет или что. То, что обычный игрок почему-то автоматически, получается, я пригласил
хардкорщика. Хоть и для хардкор игроков система LFT она вообще не работает. Там люди вручную собирают группы. Они как бы могут включить, как бы могут начать поиск, но группа не соберется. То есть ты просто увидишь имена игроков, которые сидят. Но мне казалось то, что хардкорщики и простые игроки, они раздельно видят своих, скажем так, условно, товарищей. И так упрощается поиск, а оказывается все вместе. И это я узнал спустя вот несколько месяцев игры на этом сервере. Недоработка вот, короче. Лучше бы они просто взяли и скопировали бы LFG из Лича, и все. Вот самая, по-моему, сбалансированная идеальная система поиска — это именно LFG, которая появилась в Личе. Так, я смотрю, меня опять пригласили все те же игроки, с которыми я был. Приглашают, но не стартует. Ну вот, как-то я вот на Ханте еще когда стримил, пару недель назад, я отстоял в очереди в ЛФТ, ну не помню, но очень долго стоял. Тоже на мертвую копию, но это был Хант. Может быть, поэтому долго ждал. И так и не дождался приглашения, потом в гильдии даже написал. В отдельной гильдии же есть хардкор гильдия Still Alive. И там сказали в чате то, что LFT для хардкор игроков не работает. Поэтому у меня такое впечатление сложилось, то что нужно собирать вручную. Хоть и ты можешь, вот, условно говоря, вот зарегистрироваться здесь, будучи хардкор игроком. То есть как-то так. Да, конечно, ты там будешь вот сейчас вот, допустим, я наведу мышку, да, вот будут имена высвечиваться. И, соответственно, так будет проще подыскать игроков. И вот я думал, то, что там только вот отдельно мы, простые, вот сейчас вот я играю за друида, не хардкор. И отдельно вот хардкорщики будут своих ребят видеть. И так они смогут просто вручную потом взять, да пригласить игрока. Но, видимо, нет. Ну, в общем, мне кажется, в общем и целом, вот эта вот система, она хоть и прикольная, с одной стороны, это все-таки не так, как в классике, вручную, да, спамишь в чат и ищешь группу. Но она немного еще напоминает систему, по-моему, вот сейчас вот в ЛК на близовских серверах в ЛК, по-моему, вот похожая система. Она только собирает группу, по-моему, и все. Как-то так. Я уже не помню, там как-то с другом общался. Он мне рассказывал. Поэтому я думаю, вот самое оптимальное было бы просто вот вставить вот эту вот LFG, которая была изначально вот ЛК. И все, это было проще. Естественно, убрать вот телепортацию в данж. Потому что все-таки это классика. Не знаю, в чем была проблема такую создать систему. Не понимаю. Одел, кстати, друида в твинка на 19 левел. В итоге ни разу на БГ не сходил. Блин, это только я могу сделать. Влил еще голды на на энчанты, плюс 9 к выносливости, плюс 100 к хп. Что я тут еще чантил? Скорость передвижения. Фармил на шмотки различные. Фулл-сет клыка собрал. Триньки. Кошмар. И в итоге вообще передумал ходить. На БК в конце отдам, такой был ФГ, а ВК уже... ну да, скорее всего, как и... типа вот когда уже был припатч, я так понимаю, да? Уже начали в такое вставлять. Хотя, я честно не знаю, я в БК
БК смутно помню, я БК начинал еще, я тогда был подростком. Опять какая-то группа непонятная. Блин. Снова. А вот ВЛК, да, вот очень удобно было. Собирается группа, ну, телепортация, ладно, понятно. В рамках Лич Кинга это было вполне удобно. Ну и плюс то, что еще за то, что ты ищешь рандомный данж, помню, давали награду какую-нибудь еще дополнительную. Это тоже, в принципе, было прикольно. Так, сейчас я, по-моему, взял... Да, вот теперь я взял кастомный квест на данж. Отлично. И вот прикольно, если бы они ввели вот эту вот LFG-систему сюда, и, допустим, вот в плане дополнительной награды, они бы, допустим, не добавляли вот рандомную шмотку, как было в Личе, там просто рандомные эти статы и так далее. А добавляли, допустим, дополнительную шмотку, которую можно, не знаю, выбить в том же... Вот, допустим, регистрируюсь, попадаю в мертвую копию. И, допустим, за прохождение дают какую-то шмотку из мертвых копий. С рандомного босса. Не знаю, на мой взгляд, это было бы интересно. Так, что у нас там? Хил есть, ДПС есть, нужна ДПС. Так, ну, в принципе, ладно, пока я жду. У меня тут еще какие-то квесты оставались. Yell Church. Это надо в Красногорье идти. Тоже кастомный квест. Да, в принципе, можно и мурлоков. Или бандитов брать справедливости тоже. Почему бы нет? Так, ну-ка, а сколько народу сейчас играет? 4200, ладно, 4300, офигеть. Ну вот как, как учеба у школьников закончилась, просто онлайн полтора раза, наверное. Ну, на 50% я бы сказал, возрос. Это что-то. Так. О, а вот и группа собралась, отлично. До этого я играл в мае где-то. По утрам обычно вот... Ну сколько? Ну... 3К. Максимум 3500 к концу стрима. Набиралось. Хоть и по вечерам народу в 2 раза больше. Где-то 6, даже 7 тысяч, говорили, набиралось. Сейчас вот гораздо лучше. Хоть и хардкор комьюнити стало меньше. Обычно где-то около 1000 игроков. Сейчас где-то 600-700. Так, что у нас тут? Паладин все тот же, хил. 19-й, жаль, вот что 19-й, потому что на 20-м у них флешка появляется. Он, получается, будет хилить меня просто одним заклинанием. Так, воин 17 левел. Тут плохо. 18-й маг. 20-й разбойник. Ну вот. Блин. Воина я бы, конечно, заменил. Ну ладно. Так уж и быть. Попробуем как есть. Так, они все рядом. Duskwood. Окей, отлично.
Так, разбойник прям здесь уже. Хорошо, воин летит. Так, надо будет, наверное, туда попросить воды и еды. Нашего мага. Чисто на всякий случай. Буду перед каждым боем, наверное, ходки на себя кидать. Так будет проще. Так, что мне тут по обилкам? Так, свайп 3 противников бьет. Мне казалось 4. Странно. Если не ошибаюсь, вот этой вот обилкой нужно набирать агро. Ну ничего, потихоньку вспомним, каково это. Так, всякий мусор надо... А, точно, посох. Надо посох поменять. Посох, кстати, по-моему, вот если не ошибаюсь, вот Guardian Staff в оригинальной классике не был. Я его вроде бы выбил в пещерах стенаний, наверное. С одного из боссов первых. Хороший такой посох, как раз вот для ферал-друида. Броня, сила, выносливость. Просто все, что нужно ферал-друиду. Танку именно. Так, ладно, ткань сюда. Ну ладно, свиток оставим. Так, я, короче, попал в группу к китайцам, походу. Да. 3 китайца и плинтус. Интересно. Ну, плинтус, понятно, мне кажется, плинтус это от русского слова. Так, 3. Есть еще 2. Где у нас тут маг идет? Плинтус не реагирует на мое сообщение. Видимо, он не понимает все-таки. Все-таки он не русский. Понятно. Будет весело. Так, а что у воина-то есть? Какие у него? Понятно, ни колец, ни триник нету. Меч на 7 левел. Видимо, чувак совсем не знает. Совсем не знает. Я вот как раз вот сделал видосики о том, как можно к 10-му левелу достать оружие хорошее. За репутацию дружную, репутацию с эльфами. Где достать тринки, как раз таки для миликов, которые дают АП. 4 АП и 10 АП. И 2 кольца. Как раз вот вчера, по-моему, опубликовал про кольца видео.
Так, ну что? Четвертый подошел, отлично, маг. Кто еще? Кого мы тут ждем? Да, как я, кстати, был прав. Воин со мной, он по-русски говорит. А три других, я так понимаю, это азиаты. Китайцы, наверное, скорее всего. О, еда. Еда, вода, отлично подоспел. Я даже забыл сам о ней. Отлично, водичка. Еда и водичка есть. Хотел как раз попросить, но забыл. Так. Идет еще разбойник. Единственный игрок, который еще 20-го левела, помимо меня. Хоть и я, кстати, у меня пока что full баланс билд я просто сделал. Специально, чтобы дойти до заклинания Омана в Клэрити. Уж очень хорошая способность для прокачки. И фулсет, по сути, не для ферал друида. Посмотрим. Ну как, по статам некоторые нормально. Ловкость, сила дают. Но я ориентировался на рестор друида. Рестор или баланс. Да, повторяю, если что. Вот, допустим, у меня есть тринки, они на лоу-левел даются персонажу. У меня на канале есть видосы о том, как можно их достать. И тринки, и есть кольца тоже. Можно получить до 10-го левела. Кольца, точнее, да? Тринки нет. Тринки там нужно посильнее быть. Ну что, погнали, ладно. Если разбойник сам придет. Так. Погодь, погодь, погодь. Ну зачем? Я же еще не бафнул всех. Ну ладно. Ладно, тогда потом, когда дойдем, наверное. Или по ходу дела. Так. Collecting memories. Поделимся квестиком. Ох, бразер. Underground Assault. Assault, не знаю. Defies Brotherhood, по-моему... А, да, это цепочка. Такс. Маг, Вар. Понятно. Потихоньку будем чистить. Где там наш хил? Спит, походу. Так, эти квесты, видимо, нельзя поделить. Где они там? В смысле, а разбойник, как он там появился? Это странно. Получается, разбойник уже внутри. Судя по карте. Ну ладно, ну хил. Хил-то идет. Он же сам потом не справится. 19 левел. Блин, какие же тормозы, а? Ох, да, уже спаунится новое.
Сюда. Да, отлично, он работает как АОЕ. Таунт. Хорошо. Правда, главное держать агро. Нормально. Маг тут решил просто заняться самодеятельностью. Так, окей, все, отлично. Погнали. Сюда, сюда, сюда. Агримся. Хотя хрен знает. На самом деле, если маг бьет не мою цель, возможно, все-таки не так уж и сильно и работает. АОЕ таунт этот условный. Блин, я бы, конечно, взял вот этого Вара, наверное, в Дискорд. Было бы удобно. Потому что он 17-й левел. С ним будет сложновато вот так вот без коммуникации. Нормально, кстати, вот этот тут баф наваливает. Кликер-кастинг. Вообще просто здорово. Так, что там, Вар? Ну, в принципе, нормально. Можно танчить. Сейчас мы дойдем дороги. И свернем сюда налево. Так, не то нажал. Ай, блин, разбойник. Ну... Какие же идиоты, а? Так, ладно, пусть оно меня... Вот так вот встану, пусть подойдет сюда. Сюда, 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 иди, иди, иди. А, ну, ладно, уже все добивают. Норм. Хорошо. Ай, блин, чё и будет сложновато нам.
Паладин как раз вот на 19, вот это вот плохо. Так, видимо, разбойник тоже сделал квест. Окей, ладно. Так, вот сделаем так, аккуратненько. Так, получается, у двоих квест сделан. У троих он есть. Нормально. Стоит идти. Так что пока что перед данжем мы здесь пофармим андедов. Видимо, уже кто-то здесь есть. Сейчас быстренько проверю. А, только-только вышли. Понял. Понял. Тогда лучше ждать возле начала. Тут они резнутся скорее. А, там есть. Окей, понял. Мчусь. Кстати, босс еще, по-моему, который здесь должен быть, он резнится тоже, по-моему, раньше. Так, а какой шмот вообще у Роги? Вот он единственный 20 левел. Фу. Ну, тоже такой себе. Да, походу будет очень сложно в этом данжене. Что они там делают? Они что, идиоты, что ли? Идиоты, блин. Кошмар, просто кошмар. Мы еще даже не в данже, я уже схожу с ума. Из-за глупости людей. Увидела рарника, так давайте сразу же на нее налетать. Надо было мне вручную, короче, собирать. Не ниже 20 левела. И вообще желательно собрать какую-нибудь пачку игроков. И играть через Discord. Было поудобнее. Так что, если вдруг у кого-то будет желание, если кто-то играет на черепахе, просто ради фана, не для хардкора, вот это вот у меня не хардкорный персонаж, поэтому буду рад. Вместе куда, не знаю, прикольнее, удобнее, интереснее играть, чем с какими-то рандомами, которые могут просто все запороть. Сейчас вот мы тупо просто потратили время. Так, ну, фигня. Гридим. Парировал.
Так. Потихоньку. Если они опять, короче, будут тупить, надо будет поставить им ультиматум. Либо идете за танком, либо идете просто в другое место. Так, отлично, 3 есть. Я думаю, 3 удержу. Посмотрим. Так, ну нормально, в ярости мне более чем хватает. Так, по хилу вижу, мана кончается у него. Окей. Нормально, удержим, удержим. Если чё, выпью зелье. Ладно, отхилимся. Вот так вот. Руник Стейв. Гридим. Так, что по карточкам? 2 из 4. Хорошо. Сюда иди. Ну нормально, Мишка вот держит. Вот сколько я сейчас... Одновременно сколько? 4, по-моему, держал. И потом еще 5 подоспел. И это я еще на себя в начале боя не накидывал ходки. То есть вполне хорошо. На более сложных боссах разве что надо будет накидывать. Так, это вот босс. Еще одну карточку. Тогда мы ливаем. Так, есть. Баджик есть. Так, плинтусу нужно 2. Хорошо. Тут потихонечку туда очистим. Я думаю, все сможем зафармить. Тогда надо будет скорее отправляться в сам данж. Скорее бы. Как-то вот не люблю, вот, когда нужно еще делать кучу квестов снаружи. Это, допустим, поэтому я ненавижу, просто ненавижу данж под названием Ульдаман. Это просто помойка. Там гигантские подземелья до самого условного подземелья. И потом еще сам подземелье запутанный. Ой. Так, сейчас тачпад отключу. И сам вот данж тоже очень запутанный. Там же тренер по энчантингу находится. Так. Больше никого? Тут пока никого. А, окей. Есть. Так. Все?
Collecting memories. По-моему... А, мне еще надо. Так, о, все. Дан. Погнали. Так, вар сделал. Хорошо. Все, отлично. Ладно, давайте прыгаем. Пух. Так, мы условно сократим. Так, нужно больше ярости набрать. Так, есть. Теперь давайте мага завалим. Его бы... Так, идем сюда. Попробуй-ка его залосать. Блин, не получится. Не знаю, тут таких углов интересно как бы нет, жаль. Ладно. Тогда надо поскорее вот это все расчистить. Все, нормально, отлично. Теперь более-менее слаженно играем хотя бы, чем в самом начале. Так, у паладина там мало маны, поэтому ладно, накину с себя ходки. Шипы. Так, перекину ярость, чтобы было удобнее. Давайте, давайте, идем потихоньку. Нечего тут тормозить, ждать. Так, норм. Так, хорошо. Так, все, забегаем, забегаем внутрь. Вперед. Все, отлично. Perfect Quest. Отлично, надо будет как-то обновить. Уж больно часто, кстати, надо обновлять вот Perfect Quest или другую версию. Perfect Quest Turtle Wolf. Практически каждую неделю. Какие-то обновления. Такс. Ну что? Отпиваемся и идем сразу в бой. Так, банданы я уже собрал. Наружные проверяем. Все есть. Так, нормально. ГЦ. Это маг у нас апнул, да. +1 левел.
Вот в такие моменты, кстати, иногда все-таки жаль то, что не обучаются обилки сразу. Было бы удобно. Тому же паладину, если он поднимет 20-й, у него как раз флешка появится. Но ее надо будет обучить. Так, кто там еще? Кто-то еще, по-моему, апнул. Да, разбойник 21 апнул. Нормально. Хорош. Хотя бы таланты, да, кстати, таланты точно. Хоть какой-то бонус дадут. Так, что там у паладина по мане? Че не хилим? Так. Ну вот плюс-минус вот такие вот пачки легко можно удерживать. Тем более, учитывая, что большинство мобов, они не элитные, а чисто так, мусор. Потом, может, там, где будет гоблинская часть, допустим, да. И, естественно, ласт часть данжа. Вот там уже придется поаккуратнее. Так, ну что, подошли уже к первому боссу. Тут первый босс, кстати, может выкинуть перчатки хорошие для вара. Dead Mines. Вот. Плюс 2 к защите и 5 к силе. Так, пьете ману? Или нет? Да, маг пьет, хорошо. Ну что ж. Давайте немного добавим ярости. Блин, вот стан еще кидает. А на тебе... А, отлично. На нем даже стан работает мой. Хорошо. Ну, гридим. Я так понимаю, тут вару. Пусть вар себе забирает. Лол. Понятно, блин. Вот это, конечно, он поступил хреново. Не стоило так делать. Я, конечно, понимаю, что у него перчатки тоже говно, ну и что? Пец. Так. Там еще патруль должен в спину подойти скоро. Так, еще один подошел. Вару дал ОЕшкой.
Но не страшно, мы уже двоих завалили. У паладина там еще есть что-то. По мане он еще не просел. Так. И мага. Сейчас добиваем. Нормально. Перчаточки, да, нафиг надо. Так, есть там босс. Так. Так, сейчас, секунду, еще трек поменяю. Музычка таверны закончилась. Так, что у нас тут есть? Версонг Вудс. По сути, одна из моих любимых, кстати. Тема кровавых эльфов, вот их локация, это прям вообще красотища. Очень красивая музыка. Да, самая бесючая механика, кстати, в этом данже. От всех трэш-мобов. И тут каждый из них кидает топор. И это стан. Так, есть все. Так, нормально, паладин еще ману имеет. Ну вот, я думаю, нормально очистили. Теперь я буду пулить босса. Вот так вот, нормально. Так, ну что ж. Глянем, что у него падает. Надеюсь, воин додумается сейчас снизить просто все подряд из-за того, что паладин тоже так делает. Так, иди сюда, куда это ты? А ну-ка. Ну, не дай топор. Отлично.
Видимо, все. Так. Добиваем тогда уже отдел лесников. Очень часто, кстати, на самом деле, прокает, вот я смотрю, в ближнем бою Омену в Клэрити. Я вообще не пожалел то, что я вот все пункты вплоть до 20-го левела вкачал не в ферал ветку, а в баланс ветку. Там достаточно талантов, которые увеличивают именно урон для ближнего боя. То есть вот этот вот Natural Weapons и вот, соответственно, Omen of Clarity прям вообще отлично. Плюс еще снижает превращение в зверя. Вообще круто. На лоу-левел данжах вообще, по-моему, без разницы. Главное, чтобы был бы шмот вполне нормальный. А у меня шмот вообще на твинка 19-го левела. Так, отлично, вовремя он овцу сделал. Я сейчас себя отхилю. И снова рвану в бой. Так. Такс. Вар майнит. Ну, пусть пока помайнит. Запулим крестьянина этого. Сюда. Так, ну что, в целом я ожидал, конечно, что будут какие-то проблемы, но пока что они поняли. Они поняли, что танк здесь батя. Нефиг выпендриваться. И это мне нравится. То, что они поняли. Нужно слушать меня. Так. Хорошо. Так, у Хила мана есть. Зачищаем до конца и потом отбиваемся. Отбиваемся. Я еще ребафну себе шипы. Кстати, по общему-то урону я всех обхожу. Несмотря ни на что. Так, здесь вот тоже довольно не особо приятная часть, потому что некоторые гоблины призывают этих дроидов, големов. И они их, по-моему, не агрятся. Их нельзя заагрить. Это самая печальная часть. Но в целом выполнить можно. Где-то плюс-минус по 2, максимум 3, наверное, буду брать, чтобы не переусердствовать. То, что урона будет входить немало.
Удалось одного только сагрить, хорошо. Можно даже по одному выцепливать. Да, второй тип гоблинов, кстати, закидывает какой-то гранатой, которая замедляет. А хил спид, я так понимаю, да? Ну, ждем хила. Куда он там пропал? Я пока поменяю, кстати, музычку. Что-нибудь более активное. Такс. Так, это у нас Крафтсман. Ну вот дальше, наверное, без хила уже будет опасно идти. Там уже будут эти инженеры, они вот призывают големов, которые, по-моему, не поддаются таунту. Вот, допустим, уже инженер идет. Я не знаю, ну, ладно. Давайте так, попробуем. Но я его оттяну подальше. Вот сюда. Лезь сюда, наверх ко мне. Давай, 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 давай. Пока наш хил в АФК. Пусть будет так. Нормально. Хорошо отыграно. Так, у нас сколько там? Я точно двоих сыграю. Хорош. Блин. Вот этого, конечно, я не ожидал. Эти дроиды, они очень опасные. Посмотрим. Вот таунтится они. А, таунтится, нормально. Вот сейчас вот если он будет призывать такого же, я, наверное, кину у него стан. А вот дальше как? Ну, сейчас посмотрим. Так, вот там есть один.
Нормально. Вот если по одному выцепливать, то еще как бы сойдет. Эх, где хил? Так, инженер, крафтсман. В смысле, что ты делаешь? Ладно, инженера, хорошо. Инженера еще ладно. Зашипить, по идее, можно. Так, пусть ману восстановит маг. Окей, ладно. Тут, по идее, можно, конечно, шипануть вот этого. И вот сколько минут уже прошло? Наверное, 15.
Хил АФК еще, да? Понял. Найс взяли хила. Но думаю, эту комнату тоже вообще без всяких проблем заберем. А вот уже следующего босса, мистера Каюка, вот не знаю, как мы его заберем. Тут можно даже попробовать. Не знаю, вар вряд ли затанчит, он все еще 17 левел. Лол, ха. Там патруль, точно, появился патруль, сейчас нашего ФК хила завалит. Кек. Ладно. Не, ну нехер в ФК сидеть. Ну без проблем я его резну, да. У меня БР есть. Так, после этого пула надо будет накинуть себе ходки. Так, кинем ходки и возьмем, наверное, динамит тогда. Так вот. Там уже пофиг, кто его залутает, мне все равно. Да, хорошо, что я все-таки играю за Ферал Друида, а не за какого-нибудь там Вара. Иначе мы бы уже без хила не прошли бы дальше. Так, спокойно вообще. Офф-хил. Плюс и ДПС. Неплохой. Так, кидаем ходки и до конца туда. Уже тут осталось чисто парочка мобов, по-моему. Да. 2 штуки. Так, ну вот. Отлично. Попьем, покушаем. Так, а он что, встал, что ли, или? Мне показалось. Блин, какой же бред, а? Взяли хила. Вот было бы круто, конечно, мне найти хила какого-нибудь, который примерно моего левела и сможет со мной ходить по данжам. Ну ладно, в принципе, кинул отцу тоже неплохо. Я был готов уже двоих херачить. Ну ладно. В принципе, они, кстати, достаточно наносят. Так-то хорошо, что мы их по очереди стукаем.
Так, а вот этот плащик мне нужен. Пойдемте, ребятки. Хотя не обязательно. Я могу издалека резнуть. А, фак. Надо убить, короче, патрулей. Там, по-моему, всего 2 патруля. Еще один на старте. Ну, не страшно. Блин, странно. Я вроде бы всегда покупал реагенты для реза.
Блять. Разбойник. Идиот. Чё он меня не хилит? Хил. Фига, как он быстро сменил стойку. Вторую. Ну такое. Чисто для фурика. Так, подождем, пока патруль. Так, патруль там идет. Нет еще. Тогда сейчас так вот сделаем. Надо вот этого патруля тоже убрать на всякий случай, чтобы не мешался. И тут мы дождемся сейчас нашего печенюшку, повара. Так, отлично. Там тоже, я смотрю, один патруль есть. Ну, его потом заберем, если что. Если он будет мешать. Если я сейчас увижу печенюшку, то я его сагрю. Ну вот здесь вот мы его завалим тогда.
Опа, волшебная палочка для мага. Как раз. Так, ну что, по сути, остаются два последних босса. Капитан Зеленямс, если не ошибаюсь, правильной локализации русской. Кстати, точнее, что там плащ как-то ролил, я его выиграл. Не выиграл. Ладно. Капитан Зеленямс остается, и, соответственно, Эдвин Ван Клифф. Вот тут прям вообще надо аккуратно, потому что наш вар все еще 17 левел. И тут как-то, я даже не знаю, вот он сагрит тут этих ребят, которые сверху, или нет. Поэтому я чисто так вот по одному пулить. Потому что если мы с пулем, блин, быть беде. Надо будет тогда их лосать, прыгать на эти вот, на колеса. Так можно залосать всех этих вот ребят. Стой ты на месте, блин, куда ты идешь? Прутся вперед, блин. Так. Там патруль, вижу, идет. Поэтому давайте-ка мы этого сагрим. И теперь... Бля. Ладно. Сюда иди. Вот так вот. Агрим сроги этого. Нормально. Сейчас, я думаю, да, магу надо отпиться, у него мана закончилась. Я отхилюсь. Пусть отпивается. Подождем. Так. Окей, погнали. Сколько я сыграл? Только одного? Ну ладно. Такс. Line of sight. Ну-ка, давайте-ка мы вот этого, который под... Вот так вот. Сейчас вот этого завалим, и тогда можно будет уже идти на платформу. Я сагрю остальных. Так. Погнали. Вот так вот. Ролим, ролим, ролим. Ну да, смешно. В прошлый раз зато Вар выиграл, а другой стырил весь лут. Ладно, пока он там лутает. Я пока этого сагрю. И сагрю этого гоблина. Сюда иди.
Так. По-моему, удобнее даже остальное трэш тоже сюда вот вниз агрить. Из-за как раз-таки патрулирующего босса этого капитана Зеленямса. Так. Иди ко мне. Что там, гоблин? Гоблин меня стукает, хорошо. Паладин опять меня не хилит. Ну, торможение это тоже движение так-то. Ну давай, справишься с хилом? 3 пирата. Посмотрим. Одного даже застаню. Блин. Справится или нет? Нормально, есть. Хорошо, нормально. Когда нужно, тогда хилит. Так, ну что ж. Отбиваемся. Ребафать, наверное, никого там не надо, не. Окей. Ну ладно. Я думал, он заполиморфит одного. Так, это херово. А, он другого заполиморфил. Тоже сойдет. Так, ремень нафиг не нужен. Так, смотрю, хил у нас без маны. Надо отхилиться скорее. Так вот. Так, ну на ласт-боссе, кстати, вот я не знаю. Некоторые делают как? Они прыгают вот сюда, вот на эту пушку. Точнее, хил прыгает. И хилит оттуда всех остальных. Я же не знаю. Я, наверное, предложу просто... Просто его заваншотить и все. Зафокусить. Что тут париться? Если что-то не так, тогда можно будет залосать любую минуту. Тогда спрыгнут на это колесо.
Просто фокусим босса и все. Неужели так трудно? Давайте, давайте, резче. Так, отлично, он кинул слоу. Отлично. Этого я таунчу. Так, броня, кстати, хорошая, забираю себе. Так, отлично, они кинули Фрост Нова. Хорош. Ну, в принципе, неплохо. Я думал, будет хуже. Я думал, что все-таки кто-то из нас погибнет. Хил молодец, отработал. Так, разбойник выиграл нагрудник. Ну ладно. Чего уж там. Поздравляю. Все равно по квесту, по сути, получаешь примерно такую же. Хотя мне, правда, хп больше надо. Ну да ладно. Так. Голова анклика есть. Нормально. Хотите прыгать, да? Суицидники. Там ведь трэш. Ну ладно. А. Ну ладно, они ливают. Окей. Хрен с ними. Тогда я так пойду пешком. В целом нормально так-то отработали. Даже если вар у нас был 17 левел. Он всего лишь пару раз сагрил. Из-за того, что он маленький левел. У меня был один забег, где, по-моему, паладин был какой-то, вот тоже 17, наверное, левел. Или какой. Ну вот он вот просто всех подряд агрил. То ли паладин, то ли разбойник, я вот не помню. Так что в целом вполне нормально. Тем более мы еще какую-то часть данжа даже без килла прошли. Так, ну вар выбил хотя бы топор. Топор хотя бы выбил. Вар. Нормально. Вот ему еще нужны вот эти тринички, которые вот у меня, кстати, есть как раз вот. На 10 АП и на 4 АП. И вообще будет норм. Будет гораздо проще прокачиваться. Так. Сначала дадим квест тогда вот сюда. Что у нас получается?
Ну да, тут такой себе, конечно, нагрудник. Учитывая то, что тут интересная такая деталь. Черепаха переделала сет-бонусы для шмоток. Не для всех, наверное. По-моему, у Алого Ордена старый сет-бонус. Но вот у сета Клыка, как вот видно на картинке, да, прям вообще офигенные сет-бонусы. Абсолютно все. То есть увеличивают урон и вообще в целом эффекты от магии природы. Увеличивают скорость каста и атаки. Потом еще увеличивают хил и эффекты. В целом. И потом, под конец, еще плюс 15 к интеллекту. Ну это прям вообще сказка. Мне кажется, вот такой сет-бонус, это либо он специально разработан для тех, кто хочет сделать себе твинка на 19 левеле и понимает то, что ему нужно собирать не очень хорошие шмотки, потому что сам по себе сет Клыка, но он такой себе по шмоткам, да, тут вот в основном зеленые шмотки. Хорошие только штаны, по сути. Еще и маска сделана, кастомная шмотка маска, да, но она выбивается с последнего босса, и я еще ни разу ее не видел в игре. Ну, точнее, сам не выбивал. И она на 22 левел, то есть она не для твинка 19 левела. Поэтому так вот сделано, что сами шмотки такие себе по статам. Но вот бонус, этот бонус отличный просто дается для друида. Потому что сам по себе, вот если не смотреть на статы, я думаю, это слишком круто. Слишком хороший бонус для персонажа такого вот маленького уровня. Так, тут как всегда, люди делают квесты. Пока они это делают, я не могу сдать квест. Так. Сдал. Не успел взять. Да, они уже стартанули следующий. Так, все, взял, отлично успел. Ну вот, подсказал там игроку. Я тоже, кстати, по-моему, не с первого раза понял, только со второго. Естественно, как всегда, не читаю квеста. Все думают, то, что если спаунится голем, его надо завалить, но на самом деле он просто должен простоять. Ты должен выжить, пока он тебя бьет. В какой-то веке изменили. И сделали более интересную механику для квеста. Так. Ну-ка. Бафнем. Вара. Такс. Один квест дан. Остальные, по-моему, уже сдаются как обычно, да. Хорошо. Блин, я привык то, что у меня сделан макрос на 2 РП. 2 РП действия. Кинуть респект и на колени встать. Странно, почему-то у меня паладиновский макрос стоит у друида. Тоже какой-то баг сервера. Вот так вот. Да, сам, кстати, кастомный квест, вот этот вот, который я только что сдал из данжа, он еще дальше будет продолжаться, он довольно длинный. Это тоже очень прикольно. Тут вот таких квестов, по-моему, всего 3 в западном крае. Это вот The Old Church of Westfall, Harvest Golem Mystery и еще, по-моему, какой-то квест. Они очень продолжительные. А может быть только 2, я уже забыл.
точно. Этого мы удаляем. Так, что там дальше? Talk to Franklin Хаммар. Ладно. Так, в данжи мы апнули один левел. Я уже почти дошел до полоски отдыха. Надо будет, короче, забежать в Златоземье. И там посидеть возле какой-нибудь палатки, которая сделает больше бонус для отдыха. Так будет проще прокачиваться. Это все связано с кастомной профессией, которая на этом сервере. Называется выживание, survival. Прокачивается во Вьетнаме. Возле лагеря охотников. Я уже сделал видос по этому поводу, по новой профессии. Опубликую его на этой неделе. Не знаю, может быть завтра или послезавтра. Сегодня тоже через какой-нибудь час, может быть. Ну, после завершения стрима тоже опубликую следующий видос. О том, как достать шмотки. Точнее, оружие на 10 левеле. Там чисто связано с репутацией. Я думаю, многие уже об этом знают. Вряд ли это кому-то будет в новинку. Но все же, на всякий случай. Мало ли кому-то пригодится. Так. Синюю шмотку. Как это можно потратить? Синюю шмотку я, наверное, отложу пока что. Чисто для прокачки, может быть. Я просто хочу как можно дольше продержать вот этот вот бонус сета. Он мне пригодится еще. В целом. Так. И осталось у нас 3. 3 квеста сдаем в Штормграде. Хорошо. Ладно, это мы уже сделаем ТП. Опа. Драунер. Это чувак какой-то новенький игрок 20-го левела убивает лоу-левел игроков. Хардкорщиков. Ну-ка, где он? Может быть, мне зайти за паладина и убить его разок. Для профилактики. Он как раз в западном крае. Тоже охотник. Вот игрок, кстати, Лич Кинг. Раньше был. Undead, охотник 20-го левела. Тоже так же самое. Точно так же делал. Охотился за игроками. Я его пару раз наказал, он обиделся на меня и сказал, что пожалуется админам. В итоге перестал играть. Бедняга. Интересно, это может быть он? Или нет? Ну ладно. Потом как-нибудь. В принципе, могу зайти еще за ханта. Точно, у меня есть хант. 41-го левела. Правда, он у меня сейчас в Танарисе. Не хочу потом обратно бежать. Но как-нибудь я его точно выслежу. И пару раз накажу. Потому что таких игроков я
А вот в оригинальной классике ты, считай, вот, по сути, либо ты рыбачишь и получаешь там рыбацкую шляпу, которую я, кстати, не знаю, как получить, либо ты занимаешься вот инженерным делом и делаешь себе вот такие вот очки. Проще всего, конечно, вот эти вот достать, вот навык на 100. Да. А так, конечно, я еще молчу вообще о наплечниках. Всегда же игроки радуются, когда выпадают хоть какие-то наплечники там серого качества, там на 15, 16, 17 левеле. Тут тоже с этим попроще. Можно вот такие вот сшить по профессии. Ну, а некоторые в данже можно выбить. Но про кольца и триньки я сделал отдельное видео. Я даже на стриме за своего персонажа выбивал вот эти вот две триньки, да, на АП. И сделал отдельный видос. Вот недавно опубликовал. Так что, если что, можете глянуть. Как достать вот эти вот две триньки. И как достать два кольца. Там такие попроще кольца. Но их можно достать на 5-м левеле, в теории. Квесты доступны на 5-м левеле. Хоть какие-никакие, но есть. Одно из тех двух колец, кстати, достается вот здесь вот. Вот туда надо идти на озеро. Фармить мурлоков, и вот с них будет выпадать кольцо, которое стартует квест. Очень простенький. А так вот еще сегодня опубликую видос о том, как достать оружие на 10-м левеле. Ну, к 10-му левелу, точнее. На этой неделе опубликую также вот видос именно о профах, о профессиях здесь. То есть чуть-чуть опишу вот профессию выживания, что вот связано вот с этой палаткой. Может быть, еще добавлю пару слов о том, как изменились профессии здесь. Потому что в целом, допустим, я не знаю, инженерное дело, наверное, не изменили особо. Чуть-чуть разве что вот я вспомнил, там есть пару моментов. Я вот знаю, что кузнечное дело изменили хорошенько. Там добавили очень много шмоток. Тоже для стартового левела, где-то 15-20 левел такой вот. Бронзовые уже шмотки. Из бронзы делаются. И они чисто для воина подходят отлично. Потому что они все дают хп. И все дают этот стат, защиту, дефенс. То есть отличные шмотки, чтобы танковать. Так. Тоже, кстати, кастомное изобретение для сервера. Если кто-то не знал. Тут вот у этого дворфа берется квест. Он там легко делается. И в итоге нужно покупать вот такой вот сыр. У любого мастера. Ну, не мастера, у этого. В таверне, да. Потом говоришь с Грифоном, и потом можешь 30 секунд летать. Удобная вещь, на самом деле. Так, это кто, Орда, что ли? И вот таких вот плюс-минус маленьких, условно маленьких вот изменений на этом сервере очень много. Которые, ну, какой-то в меньшей или в большей степени влияют на геймплей. И вот их, в принципе, можно говорить. И в следующих моих видосах я подумаю еще о чем. О чем показать, о чем рассказать. Может быть, далеко и не каждый знал, что вот можно вот воспользоваться услугами этого Грифона. Полетать немножечко. Да, и к слову еще о видосах. Я еще на этой неделе выпущу. После того видоса об оружиях к 10-му левелу, следующий будет видос про репутацию Альянса. То есть, исходя уже из названия, по сути, понятно о чем. То есть, что можно купить там у условного, я не знаю, Стальгорна за их репутацию. Вот у некоторых фракций есть свои
продавцы, и там продается действительно хороший шмот. В плане прокачки, и еще в целом там тоже есть некоторые эпические шмотки для high-level игроков, 60-го левела именно. Так, сколько у нас тут уже длится? 2 часа, ну нормально еще. Еще поделаю квеста. Сегодня нормально сходили в данж. Второй раз, наверное, не пойду сегодня. Завтра думаю сходить. Поделаю 2 цепочки квестов. Также, кстати, я выпустил видос еще вот как черепашку достать. Маунт. Он отчасти бесполезен на самом деле, потому что он всего лишь
ДПСить в холле ветки. И плюс еще вот планирую вот этого друида прокачать до 49 уровня. И попробовать немножечко там подвинчить. В оригинальной классике не было вот снижения, снижения цены за баланс спелла. Тут вот написано на целых 20% снижается. Видимо, вот это они имели в виду. Поэтому есть смысл, допустим, брать форму Солуха. Ну и по сути все. То есть ты все равно будешь проседать рано или поздно. Но не так быстро. Да, вот Ферал, конечно, другое дело. Он тут еще более сильный и самостоятельный класс, который может легко соло прокачиваться. За счет вот переделанных вот этих двух талантов. И Берсерка. Которые тупо просто взяли и скопировали с ЛК, я так понимаю. Ну, почти, да. Вот чуть-чуть там, естественно, под классику переделали. Потому что в ЛК все-таки у кота была еще одна обилка. Трепка, по-моему, называлась, или как там? Мэнгл по-английски. Тут ее нету. А так, конечно, вот рестор тоже хорошо сделали, добавили дерево. Вот я и думаю, играть через вот... Через Regrowth и через вот это вот заклинание Rejuvenation. В дереве. Было бы прикольно попробовать. На БГ вот 49-го левела. Тут по сути, каждый брекет работает. Чаще всего, естественно, прокает 19-й, 29-й. Вот на днях видел, как прокал... Так, все правильно. На днях видел, как прокали БГ 39-го и 49-го, правда, гораздо реже, к сожалению, да. Мой первый PvP видос, здесь вот снятый, за моего паладина, когда его прокачивал, это вот был 49-й левел. Просто рандомно прокнуло БГ, но я подумал, почему бы не зайти поиграть так. В итоге записал видос. Там потихоньку собрались игроки. Нас, конечно же, нагнули из-за твинков, но ладно. Главное, что движение есть. Народ играет. Вот 59-й вот я редко видел, на самом деле, кстати. Это, наверное, за счет того, что 51-60 уже идут на альтерак игроки. И, видимо, они особо не видят смысла идти на ущелье Песни Войны или Арати. Возможно, поэтому, но, наверное, за весь свой опыт здесь вот на сервере я, может быть, пару раз видел
как прокол АБГ 59 левел. По-моему, ущелье. На 60-м, естественно, еще чаще прокает, но долго ждать иногда. Я поэтому так мало играю на БГ, потому что очень большая очередь, мне кажется. Долго ждать. Вот тот же Альтерак. Ты ждешь, я не знаю, по минут 20, наверное. Может быть, это потому, что альянса действительно больше, чем орды тут. Так, 22 левел. Давайте к тренеру зайдем. Да, и еще насчет ПВП. Тут же арена есть. Тут бывает в чате пишут. Не знаю, сейчас найду, может быть. Вот. Blood Ring. Это арена. Я там еще ни разу не был, но, наверное, логично предположить то, что это, скорее всего, арена. Это не БГ. Тут какая-то там арена, не знаю, как она работает. 2 на 2, 5 на 5, 3 на 3. Без понятия вообще. Посмотрим. Battleground Q. Тут, правда, показывает Blood Ring. Может быть, это и поле боя. Ничего тут не сказано, нет никакого описания. Поэтому без понятия. Надо будет как-то попробовать. Если я решусь, то я тоже, наверное, отдельно запишу по этому поводу видос. Но я все-таки склоняюсь к тому, что это арена. Так. Надо будет сумки очистить. Так, по талантам. Сюда вкачаем. А, точно. Я же говорил, да. 22 левел. Вот. Как я и говорил, на 22 левеле появляются 2 кастомных квеста. Я их тогда тоже сейчас возьму. Они меня отправят в крепость Темного Клыка, да? Для тех, кто не помнит, это вот здесь данж. Возле Гилнеоса. Shadowfen Keep. В оригинальной классике у Альянса, если не ошибаюсь, не было ни одного квеста туда. Просто ни одного. Тут поэтому вот и решили добавить. Так, что? Не, нафиг, не надо. Так, сразу поставим Шред на 2. Так, что там еще было? Rejuvenation. Moonfire. И Гнев. Так. Вот сейчас вот я возьму квесты. Да, и опять же, как я говорил, они вообще легкие. Там один просто создается прям там, в подземелье. Нужно поговорить вот с заключенным магом, который открывает проход дальше, через данж. Вот с ним нужно поговорить, чисто сдать ему квест. И только потом уже надо говорить, чтобы он открыл двери. Блин, в принципе, мог тут зайти. Ну ладно. А второй квест это просто нужно завалить самого ласт-босса, Ругала, и все. И там такое солидное колечко дается. Я с этим кольцом, наверное, потом левелов еще сколько? 10, 15, а то и 20 могу проходить. Статы неплохие. Так. Retrieval for Mauren. Не знаю, что это. Не помню. На 22-м еще открываются все квесты в тюрьму. Ну, кроме по цепочке того, который в болотине, но это ладно. Так, вот, пропавший этот вот, волшебник. 50 серебра дает. Неплохо тогда. И вот, квест на колечко. 3 силы, 5 выносливости, 3 интеллекта. Вот это просто отличное кольцо для паладина. Для какого-нибудь ретрика.
То есть просто нужно завалить Ругала и все. Если я буду играть только за друида в эту неделю, может быть, я и, наверное, схожу. Успею сходить туда. Так, в принципе, можно тогда по-быстренькому собрать квесты в тюрьму. 2 квеста у нас, значит, будет в Штормграде. 1 в Красногорье. И 1 в Темнолесье. Ну, стандартные квесты. Я знаю, что есть тоже кастомные, кстати. Есть кастомные квесты в тюрьму, но я не знаю, где они берутся, я не знаю, где они начинаются. Они, скорее всего, являются цепочкой квестов, которая в итоге приводит тебя вот сюда, в данж. Но я без понятия. Видел, что некоторые люди их имеют, и там нужно какой-то сундук залутать или что-то вроде того. Также всем известно то, что тюрьма — это практически бесполезный данж в плане лута. Но здесь, естественно, это тоже изменили. Добавили, по-моему, как минимум по 2 шмотки к каждому боссу. Там все эти боссы, они, по сути, были чисто для квеста сделаны, да? Но здесь вот им добавили лут. Так, вот в этой версии Atlas лута, наверное, что-то есть. Стокейт. Вот не помню. Дворф черного железа. Он, по-моему, посох давал в классике. А вот, вот это вот нет. Вот эту вот штуку. Да, лут он в целом будет бесполезный, кстати, почему-то. Так, это было... ну да, тут все, тут больше ничего не показываю, к сожалению. Помню то, что слав босса там даются. Ботинки тоже такие себе. Нагрудник, который дает выносливость, силу, но броня почему-то тканевая. И меч одноручный. Синего качества, хороший одноручный меч, который дает 2 выносливости, плюс 2 к выносливости и плюс 5 к интеллекту. Меч на 21 левел, отличный для холли паладинов. И также другим тоже там боссам, и этому Огру. Там какое-то колечко, помню, 4 интеллекта и 4 духа дает. И боссу второго крыла, Декстерн Вард, который... У него там тоже одна синяя шмотка есть. Она хорошая для... Блин, не помню для кого. Наверное, для ШП. По-моему, она дает плюс к магии тьмы. Добавляет урона. А вот в основном такой. По статам фиговый шмот. Но вот 2 таких вот синие шмотки выпадают. Правда, они редкие. Ну, ботинки еще ладно, не часто падают. А вот меч одноручный. Я его фармил, ну... Дня 3, наверное. Фармил где-то 3 дня. И в день я этих забегов в данж делал. При помощи своего максимального левела паладина, да. Ну, не знаю, может 10 или 15 забегов в день. Бред какой-то. Видимо, дроп очень слабенький. Шанс дропа именно у меча. Но хоть что-то, в принципе, это хорошо. А то, в принципе, не было особо других причин, чтобы идти в тот данж. Кроме как большой список квестов, да, вот. Пока у меня только 2. Вот этот вот квест. Мортимер Стансфилд. Там вот домик сделан, тоже кастомный, возле входа в Штормград. Я его все никак вот не сделаю. Сколько у меня уже тут персонажей сделано. Но если не ошибаюсь, это что-то связанное с огородами или что-то вроде того. Я вот не знаю, это вспомогательная профа или что это. Но знаю, что люди могут там
плюс-минус на стартовых левелах, там где-то вплоть до 20-го левела, как-то так, по-моему, выбить, по-моему, хорошую лопату такого синего качества. Какие там статы у нее, я не помню. Тут надо будет как-то рассмотреть вот этот вот вопрос, посмотреть, что там связано, так сказать, с огородным делом. Может быть и правда что-то интересное. А тут про выживание, вот эту я знаю профессию, но я тоже не прокачивал ни разу, кстати. Потому что, по сути, там единственное, что полезно, это вот эти вот палатки, под которыми ты сидишь и получаешь бонус к отдыху. Максимальную полосу чисто за 10 минут можно получить. Синюю полосу опыта. И вот это единственный вот полезный бонус, я так думаю. Там вроде бы какие-то шмотки еще можно было сделать по этой профи, но такое себе. Я когда записывал видос, я там посмотрел, там есть парочка рецептов, и вот, допустим, одна из шмоток, она дает статы там какие-то, да, там плюс 2 выносливость, плюс 2 интеллект, еще там что-то. И дополнительный бонус плюс 15 к скорости плавания. То есть чисто вот с точки зрения РП, скажем так, да, шмотка сделана под выживание, подогнана. Это прикольно. И вот она делается, я не помню, на каком там левеле. Тоже на стартовых уровнях. Тоже, если как-нибудь решусь, может быть, попробую прокачать на одном персонаже эту профу. Там, по-моему, максимальный уровень развития. Так, по-моему, да, полетка я не открыл. Максимальный уровень развития выживания только 75-й. Там, по-моему, дальше нельзя прокачивать профу. Она сильно так не развита. Там, разумеется, и факелы можно делать. По-моему, изначально планировали темнолесье сделать вот именно темной локации, какая она задумывалась в альфа-версии Варкрафта. Ведь поэтому там все стражники, они ходят с факелами по локации, там вот в городе, да, в самом вот в Даркшайре, да. Они там все, у них в левой руке факел. Это потому что вот в альфа-версии эта локация задумывалась, как будто она вот прям вообще мрачная-мрачная, темная. И задумалась профессия тоже выживания. Тут, по сути, большинство всех идей, которые реализованы на сервере, это все те заброшенные идеи из альфа-версии Варкрафта. Все вот эти вот идеи, которые должны были быть, но их отложили, убрали и так далее, они вот реализованы здесь вот на черепахе. Поэтому по факту, если так присмотреться, тут особо такого нового ничего и нет. Даже вот те пресловутые острова. Лапидис, Гелиджим, Тель-Абим. Вот здесь вот Тель-Абим. Это все те же острова, которые просто взяли да и вырезали из игры. Ведь если вспомнить, когда вот релиз был у классики, тот же Ашара, та же Ашара и вот тот же Силитус, они, блин, ну полупустые локации были. Там особо никаких квестов не было. Движа особо тоже никакого. Лишь единицы квестов туда тебя отводили. Там делать особо было нечего. Игра по факту вышла уже как бы не особо законченной. Из-за нехватки времени. И плюс вот сверху было очень много идей, от которых решили отказаться. А здесь вот наоборот их вернули к жизни, так сказать. В плане самого контента, талантов,
я думаю, тоже. Хотя нет, может быть, талантов и нет, но вот обилок, да. Поэтому может быть, лишь может быть, чтобы была бы хоть какая-то еще изюминка у этого сервера, могли бы добавить кастомный класс какой-нибудь еще. Один или парочка. Все-таки добавили, допустим, играбельных вот хай-эльфов для Альянса и гоблинов для Орды. Я бы, допустим, был бы очень рад попробовать ДК. Попробовать. Того же ДК или ДХ. Пофиг. То есть монах, ладно, это монах это уже больше выдумка пандаренов, пандарий и так далее, которые изначально близами разрабатывалась просто как шутка. Но вот ДК реально существующий класс. Обилки можно взять с того же Варкрафта 3. Ну или просто взять базу именно с того же Лича, подогнать под классику. Все. Я просто сам отлично мейню ДК. Я играю за Фрост ДК. На актуале, допустим, когда я раньше играл. Поэтому я был бы очень рад попробовать ДК. А вот ДХ, наверное, все-таки пришлось бы изменить. Потому что ДХ, он больше подходит для современного Варкрафта, а вот не для классического. Так, надо поставить точку полета. Moonlight Silk. Это у нас паучки здесь вот черненькие такие. Их надо фармить. Кстати, для тех, кому интересно, где можно достать полезные аддоны, допустим, тот же вот Perfect Quest, которым я пользуюсь, именно для Turtle WoW, это вот можно глянуть на сайте shagu.org. Я вот думаю, тоже, может быть, мини-мини видосик сделать. Или, не, я, по-моему, уже даже сделал. Там, по сути, вот несколько очень хороших аддонов можно взять. Вот один из них это, естественно, вот Quest Helper. Очень, на самом деле, помог, потому что тут кастомные квесты есть. И вот еще вот Twix, или как он там называется. То есть он еще добавляет дополнительные настройки по типу автоматическая смена стойки, допустим, для друидов, да? Потому что без вот этого аддона нужно вручную нажимать еще раз вот форму друида, чтобы превратиться обратно в эльфа. И так далее. Вот и такие вот подобные мини-фичи. Очень удобная вещь. Такс. Возьму-ка лучше все квесты здесь. Сразу. Чтоб потихоньку как-нибудь, может быть, завтра займусь вот уже вот этой локацией. Ну или посмотрим, что завтра поделаю. Завтра, может быть, поиграю за ханта, пофармлю. Пофармлю в Танарисе, может быть, кожу, не знаю, посмотрим. Локация, в принципе, прикольная. Мне она нравится. Она хоть и мрачная такая. Но почему-то я вот привык здесь прокачиваться. Если вот западный край прям вообще болевать уже тянет. Хоть я тоже знаю там все квесты наизусть. В западном крае я вот уж очень не хочу больше прокачиваться. Там чисто такая скучная полупустыня, можно сказать. То здесь именно вот такая тематика андедов. И квестов много, они прям еще выполняются. Вот многие квесты, они выполняются рядом. Очень близко друг к другу. Это вот тоже очень удобно. Тут, по сути, вот начнешь на каком-нибудь 20-м левеле, а выйдешь из локации, уже будет какой-нибудь 25-й. Минимум. 26-й, может быть. Так.
Тут тогда берем квест на данж. Такс. Ну вот, вроде бы плюс-минус все взял. Так, хорошо, ладно. Квест я взял. Думаю, наверное, на сегодня надо закругляться. Так как, по сути, все планы, которые я намечал на сегодня, я уже выполнил. Дальше прокачиваться сегодня мне как-то лень. Я вот разве что вернусь в Золотоземье. Там еще под палаточкой постою, чтобы был больше бонус. А завтра... Такс, что у меня тут? Ага. Хорошо, сдам еще вот этот вот квест. Завтра тогда посмотрим. То есть за хардкор персонажа пока что я еще, наверное, не планирую. Просто тупо лень, если честно. Я устал, блин, прокачивать его. Он у меня 36-й, по-моему, левел. Но, безусловно, я закончу, да, за него. Либо я паду смертью храбрых, либо я закончу его прокачивать на 60-м. До 60-го левела. Просто хочу немножечко расслабиться. Учитывая, что я там один из последних забегов в данж чуть ли не был последним для самого дворфа моего. Или, в принципе, даже если я не буду стримить Warcraft, я, может быть, даже попробую постримить еще Holdfast. Я давненько вообще в него не играл. Я тут в последнее время только монтировал видосики. Мой оставшийся контент, который я снял уже давным-давно, вот никак руки не доходили до материала. Вот я его там порезал немножечко, небольшую подборочку сделал видосов. Поэтому подумал, может быть, постримлю Holdfast. Просто хочу еще сделать так, чтобы, ну, не приходило много заявок по авторскому праву. Из-за того, что всякие песни включаются. Так, мне показалось, здесь какой-то бой был. Странно. Потому что чаще всего, короче, вот игроки используют там саундпады или еще что-нибудь и врубают музыку на колонках своих. И, разумеется, песни-то с авторским правом, и приходится потом удалять там какой-то момент из стрима. Поэтому этого как-то не особо хочется делать. И хочу сделать по красоте. Попробовать сразу муты кидать вот тем игрокам, которые врубают голосовуху. И просто не хочу еще вот полностью отрубать звуковую, звуковой чат голосовой. Потому что сам хочу-то общаться, коммуницировать с игроками. А вот этих вот самых таких громких с музыкой вот лучше отрубать. Поэтому как-то так вот. Либо Hold Fast, либо еще WoW поиграем. Посмотрим. Но стрим это будет 100%. Завтра примерно в такое же время, не знаю во сколько точно. Думаю, где-то в полдень, я думаю. Так же, как и вчера. Так, в общем, ладно. Да, повторюсь, планы на сегодня сделано. Завтра тогда, если все же WoW, то это будут либо квесты, либо еще какой-нибудь данж. Посмотрим. Так, а сейчас надо отправиться в Стормград. Набью бонус опыта. Так, что там было? Было бы неплохо собрать какую-нибудь компашку людей, поиграть вот в тот же Holdfast вместе. Там условия для кооперативной игры в публичном самом сервере
довольно хороший. Чем-то напоминающий ту же игру, у которой у меня тоже есть видос, Варден называется. То есть кто-то может, допустим, взять роль офицера, кто-то взять может роль медика, а все остальные там, допустим, условно пехоту и так далее. Можно будет поиграть. А тут надо будет искать тоже компашку. Посмотрим. В общем, ладно. Сегодня тогда я завершаю. Смотрю, тут периодически заходило много людей. Активности в чате не так уж и много было. Ну ладно. Наработаем, наработаем. Поэтому всем спасибо, кто заходил, кто смотрел, кто там ставил, поставит еще потом в записи мне лайки. Да, спасибо. Всех ценю. Всем удачи, до скорого, до завтра.